Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео уделим внимание народным приметам на 6 июня. Поговорим о народном празднике, который проходит в этот день, что можно делать по народным приметам, что ни в коем случае нельзя делать, чтобы этот день прошел благополучно и удачно в вашей жизни. Друзья, все далее более подробно. Итак, 6 июня православная церковь чтит память Симеона Столпника. Преподобный был христианским святым, основателем новой методики достижения духовных целей через упражнения в самодисциплине и самоконтроле. Он провел в башне более 37 лет в мыслях, молитвах и соблюдая при этом строжайший пост. По жизни он был проповедником и за свои заслуги получил от Бога своего дар исцеления и предсказания будущего. Помимо исцеления ран телесных болезней, святой мог также исцелить и душевные болезни. Благодаря силам и учениям Симеона многие люди были вылечены и приняли христианство. Симеон прожил 70 лет. Сегодняшний день назвали в честь Симеона Столпника. Наши предки считали, что именно с этого дня начинается настоящее теплое и яркое лето. Люди говорили: шиповник цветет, румянец года ведет. А для них в те времена шиповник считался одним из самых ярких символов красоты и молодости. Шиповник максимально передавал своим видом настоящую, яркую и искреннюю любовь. С сегодняшнего дня начинались так называемые зеленые или летние святки. Еще люди любили говорить на этот период «русальная неделя». Все эти названия одно и то же: христианский народный праздник, который попадает по календарю на весенне-летний период. День дети, смеясь, говорили на него «семик». Украшением и подготовкой занимались целыми семьями. Дома были украшены цветами, ветками, деревьями и различными растениями. На деревьях и кустарниках рядом с домом люди старались вешать венки и ленточки ярких цветов. В саду уже виднели цветущие поздние сорта яблони и вишни. А лилии по традиции 6 июня стоило обязательно подкормить вольной водой для большего роста. Сегодняшний мелкий и длительный дождь сулил хорошему сбору грибов. Глухой гром в середине дня на тихий дождь, громкий наоборот к долгому и неприятному ливню. Днем смотрели ветряки, которые помогали определить направление ветра. Западный ветер, например, всегда нес с собой неприятную погоду с дождями и холодами, а восточный – жару и сушу. Когда было холодно во время дождя, погода скоро обязательно должна была улучшиться. Смена цвета облаков к изменению погодных условий в регионе. А когда туман садился на вершине самых высоких гор, то дожди обещали быть еще неделю. Цветение шиповника в этот день был для многих людей счастьем. Во-первых, это означало, что пришло лето. Холодов не будет и можно, наконец, перебирать свой гардероб к лету. А во-вторых, рыбакам можно уже было рыбачить, ловить окуня на свою любимую удочку. Наши предки долго наблюдали и исследовали шиповник и заметили, что он в состоянии был влиять в ту или иную сторону на душевное состояние человека. Эти кусты помогали одолеть грусть, печаль и глубокую скорбь, а также разочарование и расставание. Рассказывали, что стоило только рассказать все проблемы наедине острому кустарнику, как вскоре становилось легче на душе, и сразу же все кардинально менялось. Люди, которые в этом понимали, говорили, что шиповник всем тем, кто верил в это, рассказывала решение их проблем на ушко.
Ветки шиповника с распустившимися цветками срывали и спешили принести как можно быстрее в родной дом. Была традиция, что сегодня цветущий шиповник мог помочь выгнать нечисть из жилья того, кто срывал данный цветок. Целители и знахари использовали растения для лечения от простуд, мигрени, ран, проблем с беременностью и даже для очищения крови. Детям читали сказки про безумно красивый и целительный шиповник. Придумывали и рассказывали истории и басни. Сказки про дикую розу однозначно помогали избавить детей или даже излечить от страхов и различных детских проблем. В этот день, по рассказам наших предков, стоит избегать черных собак. Согласно народной примете, они не должны пробежать на вашем пути, а если такое и случится, то могут начаться проблемы как в личной жизни, так и с работой. В старину говорили, что чем больше черный пес вам встретится, тем глобальнее будут проблемы ждать вас на пути. Но этого не стоит бояться, ведь все плохие мысли лишь у нас в голове. Животное обязательно чувствует страх и агрессию, поэтому если такое и случилось, и в вашу сторону действительно направился пес, просто будьте проще, погладьте его, скажите приятные слова и ни в коем случае не ругайте, иначе беды уж точно не миновать. К 6 июня обычно накапливаются проблемы и трудности за целый прошедший год. Они будто ком в горле, который мешает идти вперед. Поэтому не рассказывайте и не жалуйтесь о своих трудностях сегодня. Согласно традициям, это сулило о больших и глобальных проблемах. Даже те, которые казались бы пустяком, разрастутся до огромных задач, с которыми вы уже сами не справитесь. Задумайтесь над этим и расставьте приоритеты. Начните с более реальных проблем, которые вам под силу решить уже сегодня, и дальше как по инерции. У вас обязательно все получится. В те времена было поверье, что нельзя было накапливать стирку к 6 июня и, соответственно, сегодня стирать. Отдыхать и лежать на диване тоже, как ни странно, сегодня не приветствовалось. Такие поступки могли предречь уход удачи или, как говорили в то время, смыть с себя удачу. Поэтому ни в коем случае не ленитесь, сегодня не день отдыха, но и стиркой тоже сегодня не увлекайтесь. Старайтесь делать все умеренно по времени, не занимайтесь чем-то конкретным целый день. Тем более сегодня у нас, друзья, с вами понедельник, 6 июня, не стоит все силы тратить в этот день, иначе вся неделя пройдет вяло и без сил. Ну, а именинники 6 июня, друзья, Иван, Иоанн, Маркиан, Никита, Семен, Степан, Стефан, Федор и Христиан. Также в этот день наши предки знали, что нельзя было унывать, находиться в подавленном состоянии, вспоминать какие-то неприятные события из прошлого, а также грустить, потому что такое состояние может продлиться еще до самой осени. Нельзя сегодня было жаловаться другим людям на свои проблемы, на беды, несчастья, неудачи в жизни, иначе ситуация может стать еще хуже. Нельзя давать было и деньги в долг в этот день, и потому что деньги не будут возвращены, вместо этого вы получите только врага. Также сегодня, 6 июня, нельзя и брать деньги в долг, так как с его возвращением будут возникать большие проблемы. Можно потерять хорошего друга или расположение родственника. А вот возвратить деньги в такой день или получить возврат по долгам к удаче в финансовой сфере. Также в этот день не стоит тратить все деньги. Если постараться сэкономить, то ваш бюджет скоро удвоится или даже утроится. Также в этот день нельзя суетиться, проявлять поспешность, это будет к неудаче, ситуация может стать еще более сложной и запутанной. Проявите спокойствие, решайте дела по порядку, и тогда обязательно у вас все получится. Также в этот день не стоит злиться, гневаться, мыслить какие-то недобрые поступки, мстить, разводить злые сплетни и слухи. Потому что такие плохие действия, мысли в итоге обернутся против самого человека, причинив ему немало проблем.
Также в этот понедельник ни в коем случае не одевайте ничего темного, иначе все ваши начинания будут иметь плачевные последствия. Ну а чтобы переговоры и важные встречи прошли успешно, обязательно 6 июня наденьте что-то зеленое. И вообще 6 июня нужно опасаться, друзья, черного цвета, особенно собак такого окраса. Поэтому, если черная дворняга перебежала вам дорогу, придется искать другой путь. В противном случае ждите проблем сегодня в личной жизни. Друзья, вот такие вот народные приметы на 6 июня. Ну а далее у нас с вами лунный календарь на 6 июня 2022 года. Друзья, по лунному календарю нас с вами ожидает 7 и 8 лунные дни, а растущая луна в знаке зодиака Дева. Сегодняшний день один, наверное, из самых удачных дней для работы и бизнеса. Хотя следует отметить, что и провокационный. Сегодня можно буквально свернуть горы. Слова, как никогда, приобретают магическую силу. Вся окружающая природа очень чутко откликается на каждое слово, даже случайно оброненное. Возможно, что все сказанное притворится в жизни, хорошее и плохое, а все пожелания вслух себе и окружающим осуществятся. Помните, что зло сегодня особенно наказуемо, поэтому употребляйте слова и выражения очень осторожно. Сказанное дурное пожелание непременно вернется к вам бумерангом. Считается, что сегодня удача сопутствует мудрым и справедливым людям. И обращаем ваше внимание, что 6 июня этот день является энергетическим пиком, наивысшей точкой развития, эволюции и самосовершенствования. Если сосредоточиться, то можно почувствовать небывалый подъем всех своих душевных и физических сил. И теперь самое главное, нужно их мудро реализовать, направить всю энергию на созидание фундамента, той основы, которую можно будет ощутить под ногами в самые трудные моменты. Пора воплотить в жизнь хороший проект, давно задуманное дело, на которое раньше просто у вас не хватало сил и решительности. Сегодняшний день, 6 июня, активный и удачный для всех честных и порядочных людей. День хорош для новых приобретений. Покупка, сделанная в этот день, принесет вам радость и удовлетворение. Более того, вполне вероятно, что ваша сегодняшняя молитва будет услышана. Во второй половине этого дня особенно необходима собранность, организованность, ответственность, чтобы усилия первой половины дня не пошли для вас прахом. Что же касательно стрижки, то стрижка волос, несмотря на тот факт, что Луна входит в растущую фазу и стриженные в этот день волосы быстро отрастут, делать стрижку сегодня все-таки не рекомендуется. Вашей внешности ничего не грозит, но здоровье может быть ослаблено. С другой стороны, эта процедура поможет раскрыть в себе интуицию или, как вариант, увидеть вещий сон. Окраска волос повысит вашу притягательность. Сегодня лучшим решением будет порадовать себя и своего мужчину легкими завитыми локонами. Вы удивитесь, но именно кудрявые волосы принесут вам удачу, повысят стрессоустойчивость и увеличат количество энергии. Это усилит энергетику природы. Опасно в этот день обманывать и лукавить. Ложь сегодня обладает большой разрушительной силой. Нельзя сегодня произносить грязных слов. Не стоит также бить посуду, рвать бумагу, какие бы то ни было письма. Увиденный во сне сегодня боевой петух – это знак близкой беды для человека или его близких. Друзья, вот такой у нас с вами сегодня день, 6 июня по народному и лунному календарях. Ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно, друзья, подписывайтесь, ставьте лайк. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, друзья, там много полезной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, услышимся уже в следующем видео.